Ребята, всем привет! Привет, ребят! Мы, как всегда, в гаражах собрались. Олег, что мы сегодня будем готовить? Сегодня приготовим жаркое. Многие просят такое блюдо, типа картошечка, мясцо, чтобы в казане все было жареное, со шкварочками, ну, как вы любите. Поэтому сегодня жаркое по рецепту от Имха Видео. Погнали, покажем, что потребуется. Погнали. Сезон в самом разгаре. Если у тебя нет еще казана, магазин Имха Шоп, ссылочка будет внизу в описании. Проходите, посмотрите, что там есть. Казаны, узбекская посуда, ножи, шумовки, поварешки, подставки под казаны, газовые таганы, вот эти печки, на которых мы готовим. В общем, найдете все для приготовления вкусной еды, как дома, так и на даче. Ссылочка внизу в описании. А при покупке комплекта казан и печка, шумовка с половником будут в подарок. Так что ссылочка внизу, проходи. Ну и как раз, кто хочет проект поддержать, также там покупайте. Кстати, отправляем все, что есть в МХ-шопе по всему миру, короче, в любую страну можем выслать без проблем. Уже высылали и в Европу, и даже в США есть. Кто-то в США даже готовит на наших казанах. Так что все ссылки внизу в описании. А для приготовления сегодняшнего блюда нам потребуется мясо. Я остановился на том, что мы взяли свиную шею и свиные ребрышки. Все-таки с косточкой должно быть мясо. Но в принципе, если вы не едите свинину, мясо можно использовать совершенно любое. Говядину, баранину, курицу, все что угодно. 1,5 килограмма картошки, брюссельская капуста, морковь, молодой чеснок, жгучий перец, 2 штуки будем использовать, лавровый лист, лук, соль, перец, приправка хмели сунели и томатная паста. Все, приступим. Начнем с того, что нарежем мясо. Мясо будем резать довольно-таки крупным куском. Совсем мельчить не надо. Еще объясню, почему я выбрал шею именно. Потому что шея... Ау. Почему у тебя стол качается? Не подложили. Мы там обычно бумажку. У нас есть секретная бумажка, подкладываем. Ничего страшного. Мясо, чуть меньше, чем на шашлык. Вот такими кусками примерно. Совсем мельчить не надо, иначе оно зажарится и превратится просто в какие-то невкусные угольки. Почему выбрал шею, именно шею свинины? Потому что она видно, как мраморная говядина. Она с краплением жира. То есть это будет очень сочное мясо и вкусное. Поэтому советую. Почему выбрал также ребра? При обжарке косточка также дает неповторимый вкус. Обязательно, когда вы делаете какое-то жаркое, мясо с косточками выбирайте. Это может быть и баранина, и говядина, еще раз повторюсь, курица, все что угодно. Мы взяли свинину, это не значит, что вам тоже надо готовить. Вот, смотрите, жирка сколько. Я обожаю такое мясо. Конечно, оно высококалорийное, от него может живот вырасти, но это, это мега вкусно. Порезали мясо вот на такие вот кусочки. Сейчас порежем ребра. На самом деле этот рецепт довольно-таки сложный. Самое сложное мы уже сделали, это порезали мясо. Это самое сложное в этом рецепте, остальное все будет гораздо проще. Теперь порежем ребра. Вот так вот между ребрами просто берем и режем по одной штуке, отделяем их. Тоже очень вкусно. Ребрышки можно вообще сделать, кстати, на одних ребрышках. Но просто не так много в них мяса, а мы любим хорошо поесть. Поэтому взяли еще дополнительно. Как говорится, мясом жаркое не испортишь, это точно. Мясо у нас порезано, сейчас подготовим другие ингредиенты. Картошку тоже порежем достаточно крупно, вы это увидите потом. Капуста у нас такая останется, морковь кружочками, лук полукольцами, перец, лаврушка, ничего не будем делать. Чесночок, ребят, молодой, всю зиму ждали. На самом деле зимой его редко где в продаже найдешь. В основном китайский вот этот сухой, а это все-таки молодой. Вырос, круто. Стоит, конечно, подороже обычного. Ну и чеснок, соответственно, меленько тоже покрошим и все. И перец мелко. Сейчас все порежем, уже пойдем разжигать костер. Ну и покажем вам, как порезали. И уже встретимся у казана. Все ингредиенты у нас подготовлены. Картошка, капуста, морковь, лук, чеснок, острый перец. Все, идем разжигать костер. Разожгли костер. Ставим казанчик на огонь. Заслонка полностью открыта. Нам сейчас нужен будет максимальный жар. Наливаем подсолнечное масло по стеночкам. Примерно грамм 100, наверное. Вот еще чуть-чуть. Даже 150. Сейчас ждем, пока раскалится масло, и начнем готовить. Масло у нас накалилось уже достаточно. Даже чуть-чуть дымок пошел. Прям до такого состояния, чтобы очень было горячее. Сейчас увидите. И отправляем сюда ребра и наше мясо обжаривать. Пошел процесс.
Пока что не переворачиваем, где-то по минуте, по полторы с каждой минуты даем зарумяниться, даем такую прям уверенную коричневую корочку мяса. Ничего не мешаем, ждем. На этом этапе присолим мясо немножко. Олег, сколько соли? Соли 1,27 жмени, ребят, на это блюдо. Не на блюдо, а на мясо. Потому что потом отдельно, конечно, мы еще присолим и овощи, и картошечку. Пока вот так достаточно. Прошло буквально 1,5 минутки. Теперь можно все это перевернуть. Вот схватилось у нас мясо, видно. Вот нам надо такого результата добиться всего мяса. Так что часто не мешаем. Мясо выделяет воду пока, влагу. Пускай оно прижаривается. Прошло у нас несколько минуток буквально. Вот так зарумянилось мясо. Уже очень аппетитно выглядит. Вкусно пахнет. Теперь отправляем сюда лук. 4 луковицы. Луком мясо не испортишь. Это, мясо и лук, еще раз, когда-то говорил в видосах, созданы друг для друга. Лучок его размягчит, придаст вкус. Будет очень вкусно. Также обжариваем. Лук тоже сейчас даст воды. Придерживаем сильный огонь и обжариваем лук с мясом. Обжарили лучок. Теперь добавляем маленькую банку томатной пасты. Примерно 3 столовые ложки здесь. Это на ваше усмотрение. Можно протертые помидоры добавить, можно вообще свежие, очищенные предварительно от кожуры. Добавили томатную пасту, тут же добавляем морковь. Все это перемешиваем и начинаем обжаривать. Томатную пасту обязательно надо обжарить, иначе будет изжога, ребят. Это прям золотое правило. Это меня научили, на самом деле, вот этой обжарке томатной пасте в Узбекистане. Я там проходил мастер-класс в Узбекистане. Помнишь, Диман, я ездил? Нет? Или я тебе не говорил? Учился у профессиональных поваров, короче, в Узбекистане. Сказали, обязательно обжаривай, иначе изжога, они вот так, изжога будет. Так что всегда обжаривай. Шутка. Не, насчет изжоги не шутка, насчет Узбекистана шутка. Обжариваем. Обжарили еще морковь вот до такого состояния. Это уже можно есть. Добавляем сюда пару лавровых листов. Наш чеснок и жгучий перец. Все сюда. Также добавляем картошку. Картошку можно было предварительно обжарить в масле, но я не стал этого делать. Потому что и так будет вкусно. Не то, что поленился. Просто все делают по-разному. Мы решили не обжаривать ее изначально. Она и так сейчас приготовится, будет обалденно вкусно. А цвет, смотрите, какой, ребят. Теперь настало время добавления соли. Потому что картошка у нас не соленая. Еще 1,27 жмени. Вот так. Черный перец обязательно по вкусу. Аромат. Когда камера научится передавать, ребят, будут слюни течь. И приправка хмели-сунели. Приблизительно вот чайную ложку с горкой. Еще даже немножко. К мясу очень даже заходит хорошо. Все перемешаем. И добавляем брюссельскую капусту. Она у нас замороженная. Вот так. Можно пока не мешать. Теперь добавим кипяченой воды. Чуть-чуть по стеночкам. Вот так. Убавляем жар с помощью заслонки. Вот так. И на среднем, даже ниже среднего жара, минут 30 по картошке будем пробовать, потому что мясо уже все готово. Как картошка будет готова, так и блюдо наше будет готово. Так что смотрите, впереди самое интересное. Ну что, ребят, прошло у нас 35 минут. Попробовали, картошка полностью готова. Мясо очень мягкое. Идем дегустировать.
сейчас накрываем поляну и будем все это поедать. Очень вкусно, запахи просто неимоверные. О, ребятки, тяжело. Подставочка, казанчик. И сейчас будем есть. У нас уже здесь импровизированный столик. Эх, смотрите, шипит, бурлит еще, даже уже сняли. Казан такая тема, если его закрыть, вообще долго будет сохранять тепло. Шумовка, шумовочка. Ну что, погнали. Диман, тебе мясо побольше? Мне как обычно. Или капустки брюссельской? Вот так, чтобы и с ребрышками было. О, И такое мясо тоже. класс, Так, класс. пока хорош, да, наверное? Я думаю, да. Если что, добавка будет. Хорошая порция. Добренькая, ага. И тоже пару кусочков мясца. Сейчас покажу мясо, ребят. Кто там думает нам когда-то, да вот вы что-то там не доготовили, смотрите. Вот просто. Все по волокнам. Вон оно давится полностью. Полностью готовое, мягкое. Ну и пробуем. Наверное, очень горячо. Начнем с мясца. Можно есть просто мясо. Короче, капусту. Также мягко. Полностью готово. Блин, вещь. Давно ее не ел. Извиняюсь, прожую. Давно не ел эту капусту, но она очень сочетается с мясом и приготовлена просто на пару. Также вот можно вот так показать. Полностью. Ну, картошка есть картошка. Блин, пробуйте, ребят. Делайте такое блюдо. Просто поехал на дачу куда-то, да? Поработал, поставил казанок. По-быстренькому приготовил. Если все подготовлено там в течение 50 минут, в течение часа, у вас большой ужин на всю семью, на друзей. Пробуйте, готовьте, очень вкусно. Все ссылки внизу в описании. Имха Лайф канал, тоже подписывайтесь, там про гараж и другие всякие зарисовки из нашей жизни. Не забывайте, короче, Имха Видео Лайф. Ну, а лайк или дизлайк, судить вам, судите сами. Оцените видосик, напишите комментарий, что бы вы добавили. Или кто приготовит, напишите, вкусно вам было или невкусно. Все, всем пока.